Всем привет, мои дорогие! В сегодняшнем выпуске мы продолжаем с вами прохождение игры Sims 4 со всеми дополнениями. Дополнение 2024 года. У нас с вами династия Миланы Миллер. Продолжаем снимать наш мини-сериал. Давайте, поехали! Значит, смотрите, для тех, кто не смотрел мою первую серию, кстати, почему еще есть такие, обязательно зайдите и посмотрите. Жду ваши лайки и комментарии. Значит, смотрите, здесь появилось очень много городов. Я даже не знаю, в какой город вообще ее, в принципе, можно поселить. Давайте мы вот мельком прочитаем про каждый. Их, правда, здесь очень много. Так, этот город я знаю. Вот эти первые два ряда, короче, я знаю. Я не знаю вот эти. Давайте посмотрим по картинкам. Вот этот. А, нет, этот тоже был. Да, этот звездный городок тоже был. Сулани тоже остров был, кстати, да. Бритчер. Это был, по-моему, город там, где учатся, да, в университете. Вот этот новый городок появился. Вот этот, кстати, не помню, был, нет. Так, ну вот этих последних, короче, не было точно. На берегу озера я вот, пока вас не было, я глазками пробежалась. Значит, на берегу озера удобно расположился некогда славившийся своими рудниками исторический город Коппердейл. Что такое название? Я все читать не буду, ладно, я быстренько глазами. Кстати, хочу сразу сказать, что первую серию мы с вами снимали очень долго. Ну, не очень долго, но в плане того, что мы выбирали так долго наряды. Я думаю, девушки меня поймут, потому что когда ты заходишь в магазин и видишь столько одежды, которые здесь появились в дополнении, как бы так же, у тебя теряются глаза. Поэтому прошу прощения, если что-то кому-то не очень понравилось, что это было очень долго. Будем стараться меняться. Так, здесь поэтому я тоже стараюсь все не читать вам, потому что это будет очень долго. Я просто пробегусь глазками, и мы с вами выберем какой-нибудь городок, ладно? Ну вот смотрите, здесь уже мне нравится первая даже строчка про этот город, что он расположен на берегу моря Ши. И может похвастаться богатой историей. Город славится сплоченностью своих жителей и солнечными коллективными пространствами, а уж возможностей в нем хоть отбавляй. В общем, давайте мы ее поселим сюда, выберем сейчас здесь какой-нибудь дом. Дальше больше, в любом случае всегда можно нам переехать, выйти замуж, да, переехать к мужу, либо мужа перевести к себе, найти любовника, что я и хочу сделать ей в этом моменте, она молодая. Я хочу немножечко приоткрыть завесу тайны этого сериала. Я хочу, чтобы моя Симочка была роковушной девчоночкой. В общем, я хочу разбивать семьи женатых. Да, можете закидать меня камнями, тухлыми яйцами, помидорами, чем хотите. Но я считаю, что так игра будет интереснее. Тем более, их я не знаю. И ни в коем случае это не про меня, вы не думайте. Я порядочная семьянинка. Просто я считаю, что так будет интересно. Я вот в жизни так никогда не делала, хоть в игре попробуем. Так. Что-то здесь не могу выбрать ей ни один дом. Почему есть только пустые участки, не понимаю. И бюджет 25 тысяч, да? И мы здесь можем только строиться. Блин, ну ребят, нет, строиться это долго. Это прям реально долго, я хочу уже проживать ее жизнь. Давайте-то посмотрим другой городок, ладно? Так, вернуться к выбору города. Я вообще бы хотела с квартирами ей город, поселить ее в квартиру. Так, рыбацкий город, это точно не про нас. Лошади и природа деревенская, это только для отдыха для меня, ребята, если честно. Так, в общем, у нас не хватает 25 тысяч. Угу. Давайте выберем тогда пока вариант какой-то побюджетнее, да? Так, давайте мы попробуем сюда, потому что... Смотрите, что делается. Ну что это такое? Ну почему... А нет, вот есть дом за 19 тысяч. 19 тысяч. Очень весело. Ладно, давайте пока возьмем его. И потом дальше мы с вами посмотрим. С мебелью, конечно, без. Мы все построим сами. Так, без мебели мы берем. Сам домик оставим. Я думаю, что мы здесь долго не задержимся. Я хочу проверить код на деньги, который работал раньше. Я, вот знаете, если честно, не очень люблю вот эту вот историю, хотя многие снимают такой контент, что
с бомжа, грубо говоря, до властвующего такого человека, у которого большой доход, капитал и так далее. Я хочу начать сразу. То есть я хочу, чтобы, ну, хотя бы у нее было, пускай, ну, не знаю, ну, 100 тысяч. Хотя бы для начала. Не хочу играть в эту бедную жизнь. Не вижу смысла добиваться вот этого всего. Возможно, когда я была маленькая, это было интереснее. Сейчас нет. Сейчас уже просто хочется играть, чтобы был интересный сюжет, развитие событий. Итак, у нас здесь, значит, все загрузилось. Так, значит, у нее вот тоже очень интересный момент. Почему-то она уже работает помощником менеджера. $25 в час. Ты работаешь 2 дня. Сегодня воскресенье. Значит, продуктивность так себе. Здесь можно будет улучшать продуктивность их на работе, выполняя различные задания. Это я тоже помню все. Так, симология. Карьеристка, дружелюбная, делец, самоуверенная. Ну, ребят, все про меня. Все прям как я. Угу. Так, значит. Просто когда она... видимо, наверное, здесь вышло такое дополнение, что когда ты вот о себе заполняешь анкету, да, грубо говоря, вот ту, видимо, сразу ты устраиваешься на работу. И смотрите, что здесь происходит, тоже интересно. Здесь фитнес и обаяние сразу до 3-го уровня у нее дошло. Хотя раньше нужно было прям все с 1-го уровня. Получается, ну, добиваться, то есть, этого всего, каждого уровня. Так, сейчас, секунду. Вы еще не посетили аванпост черный? Конечно, поехали. Конечно, да. Так, в отпуск, да? Это отпуск. Я думала, нам просто куда-то съездить отдохнуть. Почему бы нет? Почему нет, когда да? Это вот вообще будет ее девиз по жизни. Давайте я возьму отпуск прямо сейчас, и мы сейчас туда с вами отправимся. Почему нет? Да? Итак, пока грузится игра, мы с вами ждем. А музыка какая, слышите, да? Итак, у нас почти все загрузилось. Окей. Интересно, кто нас пригласил? Так, Бату на планете Бату. Входогалактические кредиты. У вас будет отдельный багаж. Давайте мы будем делать так, чтобы я не засирала вам мозг. Вы будете читать сами, я буду читать сама, потому что я буду читать очень быстро и не все предложения. Мне главное понять смысл. Угу. Короче, мы попали вообще не туда. Я вообще сюда не хотела, я думала, что мы попали в отпуск. Так. Давайте глянем, что есть, если что, просто я думаю, что мы можем отправиться домой, да? Вот это кто? Мерзавец. Ух. Давайте познакомимся с мерзавцем. Так, давайте мы сначала поприветствуем игрушки. Я вот, ребят, честно, пока вообще не понимала, что мы попали. Я-то думала, вот Бату, это что-то типа Бали. Вообще, выбрать одежду, освежиться, заказать еду в доке номер 7. Блин, ну сейчас посмотрим, ладно. Что-то это вообще мне не интересно, если честно. И такой отдых я себе представляла. Ладно, давайте посмотрим. Ладно. Чего ты стоишь? Почему ты не заходишь? Прям надо зайти, ведь у нас так просто не пускают. Ничего себе. Ну, смотрите, здесь есть бар, это уже интересно. Давайте мы закажем. Я так поняла, что, короче, здесь прямо какое-то развлекательное, значит, представление. Заведение тоже, видимо, развлекательное. Так, мне очень громко они разговаривают, ребят, секундочку. Я сейчас попробую убавить звук. Так, здесь сохранить.
Настройки. Сохранить настройки игры. Попробуем немножечко убавить звук, ладно? Так, музыка, звук. Основная громкость. Давайте мы основную убавим. Голоса, звуковые эффекты. Тоже немножко убавим. Так, давайте попробуем так применить. Так, продолжаем игру. Вот, вроде стало немножко тише, да? А тут так кричит прям в ухо. Так, заказать напиток. Если вы хотите заработать кредиты, поговорите с Honda. Так, ладно, это нам не интересно. Что мы с вами будем пить? А, у нас же еще нет бабок. Вы видали, нет? Вы смотрите, мы можем себе позволить только, в смысле, максимум $50, да? 50 центов. Это что? Это что, мы все на дом потратили? Нужно применить код, я думаю. Давайте пока мы возьмем... Вода, пламя, черный шпиль. Так. Почему бы нет? Давайте мы возьмем самый дорогой напиток. Мы можем себе это позволить. И в этот момент, пока она сидит здесь, давайте я попробую применить код. Чуть позже я напишу вам код в описании видео, ладно? Если он сейчас у меня пройдет, который был раньше, возможно, что-то поменялось. Смотрите, нам дало 50 тысяч. А мы выполняем жизненную цель. Вы видали, как это все легко? Давайте еще разочек. Соточку возьмем, да? Скорее всего, все про этот код знают уже давно-давно. Еще полтишок. Отлично. Все, у нас есть соточка, но здесь смотрите, какой момент. Почему-то вот здесь 0. То есть у них, смотрите, у меня написано, что у меня есть $112 тысяч, да, но при этом вот это какие-то их не новые, новые деньги по нулям. А я потратила последние. Ну ладно, что, ничего страшного. Живем один раз. Так, вот мерзавец нас ждет. Давайте мы с ним познакомимся. Если честно, пока вообще не понимаю, что это за здание. Я вижу, что здесь, смотрите, в роли диджея робот. То есть это какие-то современные технологии. Понятно. Так, наша Симочка сидит в окружении, причем мужчина. Нет, есть одна дама, а вон две. Одна бабулька и одна молодая девчонка. Конкуренции у нас здесь нет. Я так понимаю, у них этот мерзавец здесь какой-то самый главный, что ли? Или что? Давайте познакомимся с ним поближе. Куда нас вообще пригласили? Куда мы приехали? Это как будто какие-то инопланетяне, вот если честно, да? Ничего, в ходе игры мы все с вами узнаем. Ух, какой он симпатичный. Вы видали? Нет, вы видали? Воу. Что происходит? Ого! Просто мужчина. А девчонка вот эта, кстати, ничего, тоже как обычная девушка. Если честно, ребят, мне здесь не очень. Я хочу отсюда уехать. Давайте мы уедем. Мне здесь скучно, неинтересно. Я не вижу здесь никакой тусовки. Она пытается сама себя веселить, рассказывать про какую-то еду. Ну, в общем, нужно закончить это задание, потому что мне это неинтересно. Здесь раньше был значок «Поехать домой». Почему-то на Москве сейчас его нету. Отправить запуск домой. Давайте мы отправим ее домой. Вообще здесь мне не интересно, ничего непонятно, может быть потом. Так, окей, едем домой. Мы с вами лучше сейчас поедем в какой-нибудь клуб, или бар, или кафе, ресторан. Вариантов уйма там было. И познакомиться можно с молодым человеком вообще хоть где. Ну, то есть, можно в парке,
можно в социальных сетях. Как бы я думаю, вот мой муж не будет против, и если я немного буду приоткрывать завесу наших тайн, ну, допустим, с мужем познакомимся в соцсетях. Я не вижу в этом ничего плохого, поэтому здесь мы тоже попробуем что-то интересное. Так, здесь у нас загрузка проходит очень быстро, мы приехали домой. Давайте вообще заглянем в дом. А, у нас же здесь нет даже мебели никакой. Ох, сейчас бы все это вспомнить. Надо было мне, конечно, до вас зайти, все посмотреть, все вспомнить. Ну, я говорю, значит, я буду с теми людьми, которые тоже ничего вообще не знают в Симсах. Кстати, вам это тогда тоже будет интересно. Мы будем учиться с вами вместе, все строить и создавать здесь. Потому что мебель я все продала. Мебель там была шатковалкая такая. Итак, здесь есть готовые комнаты. Это я тоже помню. Но не очень какое-то, конечно, интересно. Но вот вообще, в принципе, в Симсе здесь есть что, допустим, ты можешь выбрать готовую кухню, готовый зал, спальню, ванную и так далее. Я обычно всегда все создавала сама. Предметы по комнатам, мне так было удобнее. Я думаю, вам, наверное, тоже, потому что вы это делаете своим вкусом. А ремонт в плане обоев и так далее мы здесь делать не будем, потому что здесь я хочу вам просто показать, как можно построить, то есть объекты какие-то купить, да, и построить комнату. И после этого мы с вами возьмем еще немного денег в банке, считай, без возврата и без процентов, и все-таки мы переедем с вами в нормальный дом. Допустим, вот если мы выбираем, смотрите, вот здесь есть наверху, получается, меню, и вот, например, кухня. То есть холодильники. Я просто покажу пару вариантов, еще раз повторяюсь, для тех, кто не знает, как строить в Симсе. Ничего. Мы все такие были когда-то, да, не надо смеяться. Ну, допустим, вот холодильник. Берем вообще обычный, любой попавшийся. Здесь также вот есть расцветка цветов. Можем выбрать, чтобы просто вот показать. Так, нажимая правой клавишей мыши, все сбилось. Значит, правой кнопкой мыши мы нажимаем, и мы можем передвигать предмет. И получается левой мы еще раз нажимаем и устанавливаем. У нас списываются деньги. Так, допустим, дальше тумбы. Выберем тоже вот любые. Просто показать, что, например, можно сделать уголок. Также меняем положение. Можем делать, кстати, угловые тумбы, если здесь это получится. Наверное, нам здесь нужно будет... Сейчас, секундочку. Скорее всего, подвинуть холодильник, потому что не помещается одна тумба. Хочу вам просто показать, что можно здесь сделать кухонный уголок тоже. Да, и теперь он поместится. И берем еще одну такую же тумбу. Вот и поставили. Соответственно, вот он уголок. Так, далее. Также раковина. Вы сами видите, что здесь можно барные стульчики поставить, плиту. Покажу просто по пару вариантов из комнат. А, здесь нужно выбрать цвет. Ой. Так, отмена. Отмена. Вот здесь, кстати, наверху есть отмена. Это на край, если что-то пошло не по вашему плану. Так, меняем положение. Всё. Здесь еще есть, знаете, очень важный такой фактор. Вот, когда я была совсем маленькая еще, тоже играла в Sims, очень часто горели дома. Здесь есть, вот смотрите, детектор дыма, да? И они в 3 вариантах. В принципе, я думаю... Вот этот термостат, он, кстати, делает типа как наш кондер. То есть он делает температуру холоднее или жарче. То есть, да, вы выбираете, смотря какое время года. То есть это вы тоже можете установить вот так на стену. И конкретно в этой комнате устанавливать по конкретному времени года. То есть, например, если жарко, вы устанавливаете холоднее. Соответственно, если на улице холодно, вы устанавливаете теплее дома. И обязательно ставьте вот этот вот детектор дыма. Потому что дома горят, пожарные приехать не успевают.
Можно не прям над печью этой, можно куда-то левее, правее, это не важно. Там плита, печь, микроволновка, камин, то есть подходит вообще все под это. Ну вот примерно я вам показала, да, то есть это кухня, например, санузел давайте возьмем. Здесь в меню есть ванная. Первая и вторая серия у нас будут такие немножко разгрузочные. Я открою, чтобы кому-то там, возможно, показать и дать какие-то советы. Может быть, кто-то не знает. Выберем унитаз. Ставим, например, сюда душевую кабину. Здесь я стараться не буду вообще, в принципе. Я просто хочу вам показать. Что потом мы обязательно с вами переедем отсюда. Ставим душевую кабину. Также, если вы, например, хотите продать какой-то предмет, который вы, например, купили, он вам не нравится, неважно, сразу вы его продаете или позднее, нажимаете также левой, получается, кнопкой на мыши и нажимаете либо Delete, это раньше было, либо вот сюда просто на продать. И вы продаете, получается, опять также предмет. Если видите, если вы продаете его сразу, цена будет такая же. Если вы продаете его, получается, после уже использования, конечно, цена будет ниже. То есть это все как в жизни. Давайте еще поставим какую-то раковину. Потом мы будем с вами строить уже все по уму, все по красоте. Здесь просто так, чтобы было. Продадим дом с мебелью, заработаем еще на этом бабок. Так, и, например, давайте спальню. Больше ничего строить не будем. Все остальное я вам покажу уже потом в нашем доме. Так, спальня пусть будет вот здесь. Выбираем, конечно же, двухспальную кровать, даже если она живет одна. Это комфортно и будет для нее. И если там у нее будут оставаться ее молодые люди, я думаю, это тоже будет комфортно. Потом в будущем также, если у нее будет семья и так далее. Здесь, кстати, в кроватях тоже для тех, кто не знает, повторюсь. Не то, что я умничаю, а просто для тех, кто не знает. Здесь внизу есть, получается, допустим, написано бодрость и снимает расстройство, да? И вот здесь разные циферки у нас. То есть, чем больше, получается, стоит цифра, например, вот бодрость 10, и возьмем вот эту кровать, которая дешевле, здесь бодрость 8. Это, соответственно, что ваш Sims будет высыпаться быстрее. Если, например, вы возьмете кровать лучшим качеством, ну, конечно же, она будет дороже, но она того стоит. Вот эта кровать самая клевая была, я помню, тоже еще тогда. Здесь пока я новых таких кроватей не увидела. Но здесь все у нас по 10-бальной шкале. Поэтому мы также возьмем ее, не жалко. Продаем, деньги есть. Почему бы нет? Свет можем, кстати, сюда тоже установить, потому что там я вам не показала, как можно устанавливать свет. Здесь сейчас посмотрим. Какие-то, может быть, лампочки будут интересные, красивые. Ну, это, по-моему, зеркало, да? Да, смотрите, прикольное. Я думаю, тоже такое есть. Невозможно его здесь почему-то нам поставить. Что-то мешает. Возможно, там нет. Так, установили. Я не люблю играть в режиме, когда полностью все закрыты стены. Ну, то есть, когда вот, да, либо если стены нет вообще. Мне вот удобно вот именно такой момент. Поэтому перестраивать там что-то я тоже не люблю. Поэтому, точнее, когда я строю, я тоже использую сразу этот формат. Так, давайте мы поставим гардероб ей сюда вниз. И, наверное, уже будем продавать. Вот этот комод, я думаю, идеально сюда подходит. Но, кстати, с таким разрешением стен у нас не видно наше зеркало, к сожалению. Ну ладно. Что, он не поставился, что ли? Видимо, что-то мешает все-таки. Так, давайте мы стены с вами поднимем и посмотрим, что там такое нам не дает поставить. Ну здесь, смотрите, как раз зеркало не дает поставить. Так, значит, мы удаляем этот предмет. Продаем, значит, здесь тогда мы оставим просто ей чистое зеркало. Возможно, его можно поднять чуть выше. Да, вот можно. И тогда сейчас мы заново купим такой же комод. Вот. Ну, здесь уже симпатичнее, да? Согласны? Я тоже. Ладно, я думаю, здесь мы не будем тратить много сил и времени.
Мы продаем этот дом. Так, давайте мы тоже узнаем, можно ли это сделать через телефон. Потому что в более старых версиях можно было это сделать только через компьютер. Так, мы возвращаемся к жизни. Сейчас, если получится, то мы это сделаем, чтобы не покупать компьютер и так далее. Так, если так переехать, другие варианты. Так, нет. Я здесь тоже почему-то не вижу переехать. Возможно, это сделать, скорее всего, наверное, через меню симов самих. Но вдруг нет. Так. В общем, нам нужно ее выселить. И, получается, в другой город переселить. Раньше было прям вот нажимаешь, там был... А, вот же телефон. Ну, вот, смотрите, он здесь внизу. На панели управления, да. Так, общение. Нам это пока не нужно. Отправиться. Вот дом. Так, камера, бизнес. Давайте дом. Вот. Смотрите, завести ребенка из пробирки. Стоит всего $1200, да? Позвонить в пожарное отделение, показать сведения о счетах, заказать доставку и услугу. Нам нужно переехать. Вот это что? Кстати, волонтеров переместить семью. Вот. Давайте мы сделаем переместить семью, и все-таки мы переедем. Если это получится. Опять же. Сейчас посмотрим. Как мило. Малыши спят в кроватках для малышей. Такие кроватки можно найти в категории «Малыш». Из раздела «Детские товары». Малыши обожают книжки с картинками. А книги для малышей можно купить в меню книжного шкафа. Смотрите, все для меня, да? Итак. Переехать. Смотрите, здесь мы можем выбрать. Я все-таки хочу ее поселить в какую-то квартиру. Так, здесь, по-моему, можно было выбрать города. Выйти в главное меню. А нет, вот, подождите секунду. Здесь есть управление городами, но управление городами и смена семей недоступны в этом режиме. Давайте, короче, ладно. Давайте мы пока оставим тогда ее жить здесь. Мы лучше поедем с вами куда-нибудь отдыхать, ладно? Переехать. Хотя, почему бы нет, мы можем переехать. Вот я вижу здесь девушку, соседку. Ей будет жить, наверное, веселее. Давайте хоть так сделаем. Вы хотите объединить семьи? А, это так. Сейчас, секунду. Усилить отмену. Стоп. Мы этого делать не будем, потому что там, скорее всего, мне придется играть за двоих персонажей. Что-то я об этом не подумала. Вот, ребят, тоже имейте в виду. Если соединять две семьи, либо же вы создаете, например, сразу семью, где есть там, ну, парень и девушка, вы хотите создать сразу идеальную для вас пару, вам там придется играть за двоих. За двоих сейчас пока играть я не очень хочу. Я пока хочу именно за одну нашу симочку. Так, еще немножечко у нас идет загрузка. Более-менее тогда условия мы создали. Давайте все остальное будем по факту тогда делать. Так, симвология ее потребностей у нас находится здесь. Досуг, общение, гигиена, бодрость, душ, туалет. Значит, стол надо будет потом ей приобрести. Холодильник у нас есть. Так, навык видеоигры. Развлекаться она умеет и без нас. Так, что там насчет работы у нас? У нас 2 дня выходных, да? Сегодня уже последний день. Сегодня воскресенье. Завтра ей на работу. Достичь уровень навыка логики. Это можно сделать тоже немножечко позже. Я не думаю, что в первый ее рабочий день это будет обязательно. Значит, вставлять отчеты. Блин, это, если честно, все так скучно. Так, это мы удаляем. Куда мы с вами ездили, нам это лично мне не интересно. То, что мне не интересно, я выполнять не буду. Не хочу. Задание просто будет отменено, и ничего вы от этого не теряете. Так, поехали тусить. Еще раз мы нажимаем на телефон.
Кстати, мы здесь, наверное, тоже можем завести какое-то общение, кролик общения. Заключить уведомление, открыть кролика общения и отключить кролика общения. Давайте откроем. Это я не знаю, что такое. Сейчас буду узнать вместе с вами. Новый пост. Добро пожаловать в кролик общения. Место, где вы можете общаться с другими персонажами и рассказывать про свою жизнь в сети. Для того, чтобы начать, нажмите на кнопку ниже и добавьте друзей. Так, прошу прощения. У меня проснулся мой маленький бэйбик. Пришлось отлучиться ненадолго. Вообще, в этой серии тоже немножечко пошло все не по плану. Я хотела как бы сразу купить ей нормальный дом, где бы она жила, но при этом еще и показать вам, ну, как бы, как здесь строить все и так далее. Короче, и потусить. В общем, очень много у меня было идей. Давайте мы сделаем так. Раз пока переехать у нас нормально не получается, давайте мы с вами сделаем так. Мы пока оставим ей ее нужды, для ее, точнее, нужд первой необходимости, все в этом доме. И все-таки мы с вами съездим, развеемся, что делают мамочки, когда спят их детки. Вот. А уже в завтрашней серии мы с вами уже найдем ей нормальный дом, сделаем хорошую обстановку и так далее. Давайте все-таки мы съездим сегодня посмотреть в места, где нам можно потусить. Так, значит, отправиться. Давай посмотрим, детка, куда мы с тобой поедем. Так, именно в этом городе. Вот здесь есть значок, можно выбрать города, то есть и поехать в какой-то другой город отдыхать. Я пока хочу посмотреть здесь, то есть немножечко врубиться, можно сказать, в эту игру. Значит, здесь у нас есть студия ПБП. Это коктейль-бар. Значит, энергичные орхидеи тоже коктейль-бар. Спортзал. Музей. И, так понимаю, это парк. Угу. Ну, еще раз повторяюсь, куда же ездят мамочки, когда спят их детки, конечно же, в караоке-бар. Давайте поедем вот в это, мне больше нравится. Давайте мы сейчас едем сюда, отдохнем, попоем, потанцуем. Возможно, даже с кем-то познакомимся. А завтра уже начнем. Ну, скорее всего, завтра я выпущу новую серию. Будем надеяться на это. И вы, и я. И будем уже нормально строить ее жизнь и карьеру. Естественно, без карьеры никуда. Хоть у нее есть деньги через этот код, бабки зарабатывать все равно надо. Конечно, жить на лайте тоже клево. Ну, посмотрим. Пока я планирую ее все равно устроить на какую-то нормальную работу. Тем более по ее интересам. Почему бы нет? Итак, игра у нас почти загрузилась. И вот мы приехали в долгожданное караоке. Если что, я это специально так сказала. Итак. В обычном виде. Можем переодеться, нажав на нее. Так, смотрите, упражняться в пении. Переодеться я хочу, сидеть на полу. Ну-ка, другие варианты. Вот, наряды. Давайте оденемся в одежду для праздника. Вот, кстати, здесь как раз они все и будут. То есть то, что мы с вами выбирали в самом начале, оно будет здесь. И здесь же потом можно будет выбрать, даже если у вас несколько вариантов одного типа одежды. Одного вида, простите. Так, почему она не переоделась? Не пойму. Давайте еще раз. Наряды. Сменить одежду. И мы выбираем одежду для праздника. Вот все, у нее это получилось. Так, все, мы в красном роковом платье. Итак, смотрите, здесь есть упражняться в пении, и к этому будет добавляться слава. Это то же самое, что мы с вами до этого видели. В Инстаграм, получается, дополнять ленту и так далее. То есть здесь можно будет ей себя раскручивать. Так, заказать напиток. Заказать любимый напиток. Пусть девочка расслабится немножко. И как бы упражняться в пении. Сейчас, секунду, я разговариваю с вами и играю одновременно. Это немного тяжело.
Так, смотреть канал. Есть ли здесь что-то музыкальное? Классика, интернет, другие варианты. Еще другие варианты. Так, понятно, ладно. Либо я пропустила, либо что. Это нам не интересно. Значит, мы пьем наш любимый напиток. Кстати, какой он? Не успела посмотреть. А вот он, подождите секунду. Выпить. Мятная свежесть. Напиток для питомца. Видали? Не такой я хочу. Девочка моя была лучше меня тебе. Так, идем-ка мы немножко попоем. Продолжать пение. То есть она будет петь. Вообще, если честно, как бы я хотела бы тоже, чтобы она была какой-то знаменитостью. То есть пусть она будет у нас звездой, возможно, даже певицей. Комик нет, актрисы, я думаю, нет, а вот певица, да, мне это тоже близко. Поэтому давайте мы попробуем ей здесь. Конечно, мы будем упражняться, у нас там, скорее всего, пение навык на нуле, но ничего страшного. Все приходит со временем. И так она поет, всем на нее абсолютно пофиг, но нет, смотрите, подтягиваются люди, да? Да, смотрите, у нас уже получен навык пения. Милана получает навык пения, и она может улучшить свой навык, воспользовавшись микрофоном или нажав на сам персонаж, выбрав действие упражняться в пении. Вы знаете, эта игра настолько разносторонняя, что здесь, помимо того, что там знакомство, да, постройка дома своей мечты, создание семьи, карьеры и так далее, здесь столько всяких приколюх, что вот просто, когда ты реально сюда заходишь, ты вообще во времени теряешься. Это клево. Смотрите, нас снимают в операции, возможно, не нас, но мы тоже сейчас попадем на камеру, почему бы нет. Возможно, здесь есть даже позировать. Так, знакомство. Веселые действия. Так, представиться, дружелюбные. Тоже представиться. Злые, ладно, мы не будем злым человеком. Уже все-таки будущая популярность. Вообще знаменитость. Итак, здесь, допустим, подходящего кандидата я не вижу, кроме вот его. Это исполнитель, настоящая звезда, причем он даже не восходящий, он же настоящий. Значит, давайте попробуем с ним познакомиться, если получится. Пение — это отвратительно. Милана не получает никакого удовольствия. Хотите добавить ей предпочтение? Не нравится пение? Конечно же нет. Потому что, дорогая Милана, не нравится тебе, не нравится. Красавица, ты все равно будешь петь. Так. Ну-ка, давайте попросим-ка сделать селфи с настоящей звездой. Потом с нами так будут просить, да? Всему свое время. Кстати, по-моему, если ты добавляешь в Инстаграме вот эту вот ленту новостную с фотками своими, ты, по-моему, там тоже славу добавляешь. Вы посмотрите, какая звезда. Давайте автограф попросим, хорошо. Снизов. Ничего страшного. До этого, когда я играла, играла в игру тоже Sims, там была Симочка, которая, конечно же, стала знаменитостью, достигла вершины этой карьеры, и все было очень круто, за ней тоже так же бегали, и был блик славы и так далее. Все было клево, поэтому здесь мы тоже можем все это повторить. Ну, просто из всех вот этих вот как бы персонажей я пока вижу только его в плане нашего будущего. Не побоюсь этого слова любовника, пока вижу только его, потому что размениваться на вот этот вот ширпотреб, ну, как бы я не вижу смысла. Настоящая звезда, вы посмотрите-ка. Смотрите, какой недоступный мужчина. Ну нет, обнять он нам по-любому не даст. Скорее всего, даже ухудшатся отношения, поэтому этого мы делать не будем. Ну что еще мы можем сделать?
Пока больше ничего нету, попробуем, значит, общаться просто по телефону, непринужденные беседы сейчас можем сделать. Смотрите, здесь вариантов общения много. Давайте еще раз сделаем селфи и пойдем. Ну, закадрить обычных парней тоже как бы. Почему бы нет, да? Почему не иметь поклонников, согласитесь? Мне кажется, все, кто меня смотрит, вообще делают неправильные выводы обо мне. Не торопитесь, ребята, с выводами не торопитесь. Это всего лишь игра, запомните. Вся жизнь игра, и люди в ней актеры. Я снимаю здесь просто сериал про Симочку. Была бы я режиссером, сняла бы его на камеру. Смотрели бы вы его по телевизору, так? Будете смотреть свои гаджеты. Ну вот, мы, значит, здесь уже, смотрите, не знаю, не замечаю, мы с вами уже достигли 2-го уровня навыка обаяния. Какие мы обаятельные девчонки, да? Логику только у нас никак не получается сделать, потому что мы на тусовке. Так, итак, стоит, смотрите, скучает наша звезда. Ну, просите обнять, ну, конечно, навряд ли он нам это даст, но все же. Так, еще у нас наши естественные нужды. Смотрите, мы хотим кушать. Кушать. Так, сейчас мы попробуем обнять. Навряд ли он нам это даст сделать. Конечно же, он откажет, ну, понятно. Золотой колпак. Ладно, ничего страшного. Ты к нам еще подойдешь, и мы тебя запомним. Как тебя зовут? Торн Бейли. Если я забуду, напомните мне об этом, ладно, пожалуйста? Так, давайте мы покушаем. Почему, кстати, у нее любимый напиток мятный коктейль для домашних животных? Я что-то так вообще не поняла, ладно. Заказать еду. Так, сосиски, рыба с картошкой, рогалики, питый хумус, крендель, картофель фри, зеленые соевые бобы, вазочка с оливками. Что еще есть интересного? Чипсы, сырная мясная тарелка. Так, давайте возьмем рыбку с картошкой. Да? Я думаю, это более-менее сытная будет для нее еда. Так, что-то пить, я думаю, мы, наверное, не будем. Персонажа по имени Милана. Сегодня произошло много всего интересного, о чем можно рассказать в кролике общения. Ну вот кролик общения идет, это, по-моему, Инстаграм. Ну, если я так понимаю, нашла. Откройте кролика общения на телефоне и напишите об этом. Для того, чтобы отключить уведомления, откройте телефон, затем выберите ла-ла-ла. Ладно. Открыть кролика давайте мы попробуем выставить, да? Новостная лента. Значит, создать пост. Новый пост, да? Новый пост. Для этого нам нужно сделать фотографию, да, пост об отпуске и пост о новом наряде. Но нет, тогда об отпуске. Я думала, вот в этой среде можем что-то сделать. Радостное сообщение и грустное, конечно же, радостное. Окей. Создали. Какие мы молодцы, хотя мы там были всего-то ничего. И новый наряд. Значит, сообщение о возбуждении и радостное сообщение. Давайте, конечно, возбуждение, почему нет? Энергия так и прет из нее. Итак, все, мы кушаем и едем домой. На сегодня, я думаю, наша серия будет закончена. Дома мы кушать готовить не будем, потому что мы лентяйки. Мы съездили отдохнуть, и этого нам на сегодня достаточно. Самое главное, что мы познакомимся со звездой. Вот здесь внизу есть наши знакомые, получается, да? Сейчас посмотрим. Есть ли он здесь? Потому что ему сердечком мы разобьем однозначно, я вам скажу. Почему-то не грузит фотки. Ладно. Сейчас подождем немного. Пусть наша Симочка покушает, и мы поедем домой. А все остальное, самое интересное, вы увидите завтра. Только обязательно не забудьте подписаться, чтобы меня не потерять. И ставьте свои лайки и комментарии. Мне будет очень интересно посмотреть, почитать. По возможности буду всем отвечать.
Если я правильно понимаю, его нету, да, в круге нашего общения? Понятно. Ну ладно, ничего страшного. Мы его еще и так найдем. Итак, отправиться. Мы сейчас едем домой. Так, ага, ну здесь выбираются персонажи. Так, секундочку. Нужно поехать домой. А, вот же дом. Немножко рядом стоит. Итак, а нет, подождите, это опять... Так, они меня запутали. Стать волонтером, там все отправиться. Ну, почему не можем поехать домой? А, вот же, все. Я думаю, еще пару серий, и я уже буду здесь как рыба в воде. Вот этот значок «Отправиться домой». Смотрите, здесь внизу тоже. Кто не знает. Все, мы бежим домой. Жалко, что у нас нет машины. Бежим пешком. Побежали. Кстати, здесь двойным щелчком, если ты нажимаешь, тоже можешь видеть, как передвигается твой персонаж. То есть посерединке нажимаешь, и все, она скрылась. Сейчас будет загрузка. И после загрузки я просто сохраню игру. Ну что, давайте прощаться, дорогие мои. До завтра, по возможности до завтра. И надеюсь, что вам все понравилось, вам было интересно. Буду стараться, буду выкладывать. Давайте, всего хорошего. Пока-пока.